В наших домах есть простые предметы, скрывающие силу, которая гораздо превосходит то, что мы можем себе представить. И среди них есть один настолько обыденный, настолько повседневный, что большинство людей никогда бы не заподозрило его духовного потенциала. Речь идет не о редком камне и не о тысячелетнем талисмане, спрятанном в далеком храме. Мы говорим о том, что, возможно, прямо сейчас находится на вашей кухне, о чесноке. На протяжении веков чеснок использовался не только как приправа, но и как энергетический щит и, более того, как катализатор процветания. В популярных буддийских учениях и восточных духовных традициях чеснок считают хранителем дома, природным очистителем и магнитом для положительных энергий. Но секрет кроется не только в самом чесноке. Все зависит от того, куда вы его кладете, как освещаете его и, главное, от намерения, которое его сопровождает. Многие древние мастера учились, что, будучи помещенным в правильное место дома, чеснок способен разорвать циклы бедности, рассеять застойные энергии и открыть двери для потока изобилия. Это не магия, это энергия в движении, активируемая осознанностью и поддерживаемая простыми, целенаправленными действиями. И в течение этого видео вы узнаете, как именно использовать этот священный элемент, чтобы преобразить свою финансовую жизнь с мудростью, целью и духовной связью. Но прежде чем мы начнем, напишите ниже вдохновляющую фразу дня. «Я принимаю изобилие, которое течет с легкостью». Напишите эту фразу в комментариях и уже сейчас начните активировать свою энергию процветания. Если эта тема вас затронула, поставьте лайк, поделитесь ею с кем-нибудь, кому нужна эта информация, и подпишитесь на канал. А теперь глубоко вдохните и откройтесь для принятия. Начнем. С древних времен чеснок был гораздо большим, чем просто кухонным ингредиентом. Во многих культурах, особенно на Востоке, его почитают как священный элемент, способный защищать, очищать и привлекать благоприятные энергии. В популярном буддизме, особенно в традициях Юго-Восточной Азии, чеснок считают своего рода духовным щитом, который отгоняет негативные силы и притягивает вибрацию процветания. В Древнем Китае верили, что чеснок может изгонять злых духов и одновременно усиливать жизненную энергию людей и домов. В японских храмах монахи нередко размещали кусочки чеснока в стратегических точках, чтобы сохранить гармонию пространства. Даже в Индии чеснок используют в аюрведических практиках не только для здоровья тела, но и для энергетической очистки нижних чакр, связанных с выживанием, деньгами и стабильностью. Это духовное понимание связано с глубокой истиной. Все, что приходит из земли, несет чистоту. Чеснок со своим сильным ароматом, формой и составом обладает чистотой, которая отталкивает тяжелое и притягивает легкое. Он отгоняет зависть, застой, нехватку и дисгармоничные энергии, одновременно создавая защитное поле, которое позволяет изобилию войти и остаться. Удивительно, что такой доступный продукт несет столь мощную символику. Но в этом и состоит суть самых мудрых духовных учений. Истинное преобразование происходит с тем, что нас окружает, когда мы смотрим на это глазами сознания. Чеснок – живое напоминание о том, что духовность не в сложных ритуалах, а в намерении, с которым мы живем, в выборах, которые мы делаем, и в предметах, которые освещаем верой и целью. Понимая этот символизм, вы начинаете видеть в чесноке не просто приправу, а портал между материальным и духовным мирами, способный активировать пути, которые раньше казались закрытыми. Большинство людей полагает, что дом определяют видимые вещи – мебель, стены, предметы. Но истинную вибрацию жилища формирует то, чего не видно – энергия, которая циркулирует, накапливается и проявляется в каждом уголке. И именно в этом невидимом слое процветания может расцвести или потеряться. Каждая комната вашего дома хранит энергетическую память. Места, где часто происходят ссоры, обиды или мысли о нехватке, создают карманы тяжелой энергии. Это пусть и незаметно, напрямую влияет на вашу финансовую жизнь. Поток денег тесно связан с потоком энергии в вашем доме.
Когда вибрационное поле дома заблокировано, деньги перестают приходить или приходят и уходят слишком быстро. Вот здесь и вступает в действие чеснок, не как суеверие, а как естественный агент восстановления баланса. Чеснок способен поглощать и преобразовывать негативные вибрации. Его сильный резкий запах работает как энергетический метелка, рассеивая застой и очищая пространство на тонком уровне. Представьте свой дом как реку. Если камни и грязь скапливаются, течение воды становится медленным или совсем замирает. Чеснок действует как инструмент духовной уборки, убирая эти невидимые препятствия и позволяя потоку снова идти полным ходом. Буддийские мастера учат, что для входа изобилия пространство должно быть чистым, не только физически, но и духовно. Используя чеснок с такой целью, вы начинаете восстанавливать гармонию между собой и пространством, в котором живете. Более того, чеснок не только отгоняет негативное, но и подготавливает почву для хорошего. Он создает защитный барьер, но также приглашает энергию денег оставаться, чувствовать себя дома. Поэтому его использование не может быть случайным. Нужно понимать, куда его поставить и как активировать его духовную силу осознанно. Эта тихая мудрость превращает простые действия в повседневные чудеса. Сколько раз вы хранили чеснок, не задумываясь? В банке, в ящике, рядом с плитой. Но что, если я скажу вам, что место, где вы размещаете этот обычный продукт, может определять, циркулирует ли энергия изобилия в вашей жизни? Согласно восточным духовным учениям и популярным буддийским практикам, все в пространстве общается с Вселенной. Место, где что-то расположено не случайно, оно символично, энергетично. И когда речь идет о таком элементе, как чеснок, обладающим столь сильным вибрационным зарядом, этот выбор становится еще важнее. Хранить чеснок исключительно как продукт, без всякого намерения, значит упустить возможность использовать один из самых мощных природных элементов для привлечения процветания. Но размещая его в стратегических точках дома, вы превращаете обычное в священное, материальное в духовное, статичное в поток. Существуют конкретные места в доме, которые древние традиции называют настоящими энергетическими порталами. Эти зоны отражают наше финансовое состояние. Если они заблокированы, грязны или заброшены, это отражается на финансах. Если они гармоничны, чисты и защищены, деньги находят пространство, чтобы войти и остаться. И помещая чеснок в эти места с намерением, уважением и осознанностью, вы делаете его тихим хранителем. Он не только защищает, но и притягивает и закрепляет энергию процветания. Это не суеверие, а энергетическая мудрость. Это не слепая вера, а приглашение попробовать с верой и наблюдать знаки. То, что раньше было просто продуктом, теперь становится союзником. И место, где вы его положите, может стать поворотной точкой, которая нужна вашей финансовой жизни. В популярных буддийских практиках дом рассматривается как живой организм. Каждое пространство имеет свою энергетическую функцию – вибрационное поле, которое напрямую влияет на нашу жизнь. Когда цель – привлечь процветание, важно знать, где действовать, где активировать, где открывать путь. И есть конкретное место в доме, где чеснок, правильно расположенный, становится мощным разблокировщиком денежной энергии. Это главный вход в ваш дом. Входная дверь – не только физическое пространство, через которое проходят люди. Это канал, через который входит энергия. Это точка встречи вашего внутреннего мира с внешним. Если этот проход наполнен застоем, энергетической грязью или блоками, все, что пытается к вам прийти, включая деньги, сталкивается с сопротивлением. Поэтому древние восточные мастера учили: защищая и энергетизируя вход в дом, вы защищаете свой поток изобилия. Поместите зубчик чеснока или маленький мешочек с чесноком рядом с дверью в скрытом, но осмысленном месте. За кашпо с растением, в ящике тумбочки у входа или даже под ковриком. Это создаст вибрационное силовое поле, которое не даст энергиям нехватки проникнуть и одновременно привлечет чистоту процветания и удачи.
Важно, чтобы чеснок был целым, в шелухе и без признаков порчи. Он должен символизировать жизненную силу, крепость, присутствие. Размещая его у входа, вы говорите Вселенной: «Мой дом готов принять. Здесь изобилие приветствуется». Это простое действие меняет вибрацию вашего дома. А изменив вибрацию пространства, вы меняете окружающее вас магнитное поле. Вселенная отвечает на эту новую частоту, и поток денег начинает выравниваться с вашей реальностью. Недостаточно просто взять любой зубчик чеснока и положить его у двери. Как и в каждой истинной духовной практике, ритуал начинается с намерения. Подготовка чеснока – это священный момент, который следует совершать с присутствием, уважением и фокусом. Именно в этот момент вы превращаете обычный предмет в канал активной энергии. Сначала выберите красивый, плотный чеснок с целой шелухой и здоровым видом. Не используйте остатки или подвявшие части. Помните, то, что символизирует процветание, должно нести вибрацию полноты, а не нехватки. Вымойте руки, глубоко вдохните и сфокусируйтесь на своем намерении. Не спешите. В тишине или под легкую музыку возьмите чеснок обеими руками и скажите уверенно и мягко: «Пусть этот чеснок станет хранителем моего процветания. Пусть он отгонит всякую энергию нехватки и откроет пути изобилия в моей жизни». При желании оберните чеснок небольшим куском белой или золотой ткани, перевязав красной ниткой, цветом, который во многих духовных традициях символизирует защиту и силу проявления. Это не обязательно, но усиливает символизм и делает ритуал более значимым. Еще одна возможность – смазать чеснок каплей оливкового масла или эфирного масла лавра или корицы, представляя, как энергия денег входит в ваш дом спокойной, постоянной и обильной рекой. Именно эта визуализация активирует вибрационное поле ритуала. Избегайте готовить чеснок в рассеянном состоянии или в моменты злости, грусти или сомнений. То, что вы чувствуете во время подготовки, энергетически переносится на предмет. Поэтому позаботьтесь о своем внутреннем состоянии как части ритуала. Закончив, поблагодарите. Почувствуйте, будто ритуал уже сработал. Вера – не желание, а спокойная уверенность в том, что что-то уже движется. Когда вы соединяетесь с этой уверенностью, Вселенная отвечает синхронистичностью. Таков секрет духовной подготовки. Меняет жизнь не чеснок, а намерение, вложенное в него. Существует универсальный принцип, проходящий через все истинные духовные традиции. Намерение превращает обычные действия в святое. Без намерения чеснок – лишь овощ. С намерением он становится инструментом связи с универсальным изобилием. Буддизм учит, что Вселенная реагирует не только на внешние действия, но главным образом на вибрацию, с которой мы их совершаем. Поэтому, размещая чеснок в стратегическом месте дома, самым важным является не физическое движение, а осознанность, с которой вы это делаете. Разум должен быть присутствующим, ясным, выровненным с целью. Намерение имеет силу формировать реальность. Оно действует как энергетический пароль, безмолвная команда, сообщающая Вселенной то, что вы готовы принять. Когда вы держите чеснок с уважением, смотрите на него как на символ процветания и кладете его в дом с благодарностью, вы говорите невидимому полю: «Я выбираю изобилие». Часто люди сомневаются в эффективности простых практик. Наша рациональная часть привыкла игнорировать невидимое. Но чем больше вы практикуете с отдачей и верой, тем яснее понимаете, что то, что казалось малым, было на самом деле началом большой перемены. Чеснок действует как вибрационный якорь. Он удерживает в физическом плане то, что вы проецируете в энергетическом. Он делает намерение ощутимым, ежедневно поддерживает ваш выбор процветания тихо и постоянно. Поэтому никогда не недооценивайте силу намерения. Оно притягивает, оно проявляет. Размещая чеснок в доме, остановитесь, вдохните, поблагодарите. Мысленно увидьте, как открываются двери, закрываются долги, приходят возможности. Почувствуйте, поверьте, почтите этот момент. Именно в этой вибрации поток начинает двигаться к вам.
В любой духовной практике то, что вы не делаете, может быть столь же важно, как и то, что вы делаете. И использование чеснока как канала процветания не исключение. Существуют тонкие, но очень распространенные ошибки, которые могут свести на нет силу ритуала и даже создать еще большие энергетические блоки. Первая ошибка – относиться к чесноку спустя рукава, как к очередному предмету, забытым в углу. Если вы положили чеснок и потом забыли о нем или дали ему сгнить, вы энергетически допускаете, чтобы энергия застоя установилась. Вялый, заплесневелый или слишком пахнущий чеснок начинает притягивать противоположное процветанию – нехватку. Другая серьезная ошибка – проводить ритуал наспех или с сомнениями. Сомнение ослабляет вибрационное поле намерения. Если вы готовите чеснок, думая «это не сработает» или «это всего лишь суеверие», вы насыщаете ритуал частотой отрицания, которая отсекает связь с потоком изобилия. Вера – не слепая вера, а активное доверие, даже не зная точно, как Вселенная действует. Важно также не разглашать ритуал кому попало. Молчание – мощный элемент подобных практик. Слишком много разговоров о том, что вы делаете, особенно с скептичными или негативными людьми, может загрязнить создаваемую вами вибрацию. Поэтому древние мастера говорили, сильные ритуалы совершаются в тишине. Кроме того, избегайте использовать чеснок в неподходящих местах, например, в ванной или мусорных зонах. Это лишает его духовной функции. Не используйте его для манипуляций или выгод, причиняющих вред другим. Истинная энергия процветания приходит с миром, гармонией и равновесием, а не с соперничеством или эгоизмом. Последняя и, возможно, самая распространенная ошибка – ждать, что ритуал заменит ваши действия в мире. Чеснок не обещание мгновенного чуда. Он союзник, энергетический будильник. Чтобы он работал, нужно изменить и свою позицию, открыться новым возможностям, перестать повторять привычки самосаботажа и действовать смело. Избегая этих ошибок, вы гарантируете, что ритуал продолжит вибрировать в вашу пользу, как неугасимая свеча, освещая пути, привлекая благо и создавая пространство для прочного и долговечного процветания. После размещения чеснока в стратегическом месте дома возникает распространенный вопрос: как долго он должен там оставаться? Есть ли точный срок, чтобы хранитель энергии продолжал действовать? Ответ – да. И этот срок жизненно важен, чтобы поток энергии оставался активным и чистым. В традиции, где чеснок выступает каналом изобилия, его нельзя оставлять бесконечно на одном месте. Чеснок впитывает энергии пространства и со временем насыщается ими. Тогда он перестает вибрировать высоко и начинает утяжелять поле, притягивая именно то, чего вы стараетесь избегать – застой. Оптимально менять чеснок каждые 7 или 14 дней в зависимости от энергии дома. Если в доме бурный период, много конфликтов, финансовых трудностей или негативных людей, выбирайте 7-дневный цикл. В более гармоничной атмосфере можно держать до 2 недель. Но будьте внимательны, сам чеснок подает признаки, что его пора менять. Если он темнеет, размягчается или издает резкий запах, значит, он уже впитал большую энергетическую нагрузку и нуждается в замене. Убирая старый чеснок, поблагодарите его за защиту и службу. Никогда не выбрасывайте его в обычный мусор. Можно закопать его в горшок с землей подальше от дома или оставить в естественном месте, возвращая его земле с уважением. Затем вновь проведите обряд освящения с новым зубчиком чеснока, активируя намерение продолжения потока изобилия. Этот цикл замены не только энергетическое обслуживание, он символизирует обновление. Вы говорите Вселенной: «Я по-прежнему готов принимать, я по-прежнему культивирую новое, я по-прежнему заботлюсь о своей вибрации». Поддерживать ритуал значит поддерживать свою энергию в движении, а процветание расцветает там, где есть постоянство, присутствие и духовное внимание. Существуют практики, настолько простые, что кажутся невероятными, но совершенные с верой, намерением и постоянством, они приносят результаты, которые бросают вызов логике.
Использование чеснока как инструмента процветания уже тихо изменило жизнь тысяч людей, обычных людей с реальными историями, которые решили довериться, даже не понимая до конца. Одна из таких историй у Доны Елены, 62-летней женщины, постоянно испытывавшей финансовые трудности. Послушав лекцию о популярных буддийских ритуалах, она решила попробовать. Поместила зубчик чеснока за вазоном у входа, осветила его простыми, но искренними словами и меняла каждые 7 дней. На 2-й месяц получила неожиданное предложение удаленной работы с фиксированной зарплатой и гибким графиком. Она сказала: «Не знаю, был ли это чеснок, но знаю, что после того, как начала делать это с верой, моя жизнь перестала идти назад». Другой яркий пример – Сеу Раймунду, пенсионер, тонувший в долгах и переживавший бессонные ночи. Друг посоветовал ему сломать тяжесть дома с помощью чеснока. Он не до конца понял, но решил попробовать. Положил зубчик чеснока в маленький тканевый мешочек и скрыл его в ящике тумбочки у входа. Каждый день, уходя из дома, он касался мешочка и мысленно произносил: «Изобилие входит, долг уходит». Через 3 недели ему удалось пересмотреть свои долги с такими скидками, что он сам назвал это чудом. Энергия изменилась, я почувствовал. Двери начали открываться. Эти истории не сказки. Это истории тех, кто выбрал действовать с верой, даже среди неопределенности. Ведь ритуал меняет не только пространство, он меняет практикующего. Повторение практики выравнивает ум, укрепляет надежду и создает плодородное поле для нового. И, возможно, следующая история преображения будет вашей. Для тех, кто хочет еще сильнее усилить силу чеснока как канала процветания, существует дополнительный ритуал, простой, но очень действенный, объединяющий духовную защиту и расширение финансового потока. Эту практику используют популярные буддийские ветви Юго-Восточной Азии, и она была адаптирована многими домашними духовными традициями по всему миру. Вам понадобится зубчик чеснока, столовая ложка крупной соли, маленький лист белой бумаги и красная ручка. В тишине напишите на бумаге ясно и уверенно фразу: «Я достойна изобилия, которое течет легко. Зло меня не коснется, изобилие пребывает со мной». Сверните бумагу вокруг чеснока, посыпьте сверху немного крупной соли и поместите все в светлый тканевый мешочек – белый, бежевый или золотой. Завяжите красной лентой, запечатав этот маленький талисман сильным намерением притягивать деньги и блокировать любую энергию, противоречащую вашему развитию. Этот мешочек можно положить в 3 стратегических места, в зависимости от вашей потребности. Если вы хотите привлечь больше финансовых возможностей, оставьте его незаметно в кошельке или в ящике с важными документами. Если ищете защиту дома от энергии нехватки, разместите его за входной дверью или рядом с ней, обновляя каждые 14 дней. Если чувствуете, что нужно защитить личную энергию, держите мешочек на тумбочке у кровати или под подушкой 7 ночей подряд. Этот ритуал укрепляет вашу вибрацию каждый день. Он напоминает вашему разуму, сердцу и духовному полю, что вы защищены и готовы процветать. Чеснок действует как хранитель, соль – как очиститель, красная лента – как печать силы, а написанная фраза – как вибрационный декрет. И важнее любого ингредиента то, что вы чувствуете, пока делаете это. Почувствуйте себя достойным, почувствуйте мир, почувствуйте, что изобилие уже приближается. Ведь когда вы вибрируете как тот, у кого уже есть, Вселенная отвечает щедростью. Чтобы изменить жизнь, вам не нужны великие церемонии. Иногда все меняет маленький жест, совершенный с большим намерением. Зубчик чеснока, тихая молитва, место, выбранное с мудростью. То, что кажется простым, при совершении с верой может открыть двери, которые раньше казались запертыми. В этом духовном контексте чеснок не только символ защиты. Он мост между вами и процветанием, которое вас ждет. Он очищает путь, блокирует то, что удерживает вас, и готовит пространство, чтобы деньги, возможности и легкость вошли в ваш дом и остались. Возможно, вы живете трудные времена,
чувствуете, что финансовая жизнь застопорилась или ничего не работает, знайте, сделав этот первый шаг, осветив обычный чеснок с верой и осознанностью, вы меняете не только пространство, вы меняете свою вибрацию. А где меняется вибрация, там есть движение. Где есть движение, там есть трансформация. Помните регулярно обновлять ритуал. Почитайте этот процесс с присутствием и благодарностью. Энергия изобилия любит тихую дисциплину, постоянную заботу, маленький жест, совершенный с открытым сердцем. И прежде всего верьте в себя. Процветание находится не только во внешнем мире. Оно начинается с того, как вы решаете позиционироваться перед жизнью. Если этот контент тронул вашу душу, поделитесь им с кем-нибудь, кого вы любите. Напишите в комментариях. «Мой дом – храм изобилия». Эта фраза укрепляет вашу связь с энергией, которую мы только что активировали. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать другие трансформирующие духовные практики. Потому что, когда вы идете с верой, даже невидимое начинает содействовать вам.